Здравствуйте! Вы на неравнодушном канале. Сегодня мы перенесемся с вами в Казахстан, город Павлодар. Я расскажу вам историю приемной мамы Салтанат Сипатиловой, которая взяла под опеку двоих детей своей двоюродной сестры. Сестра вела аморальный образ жизни, и однажды она просто забыла про своих детей. Младший сын Санжар 5 часов простоял у дверей дома, и так ему никто их и не открыл. Салтанат пришлось забрать детей сначала на время, ну а потом они остались с ней насовсем. Кровная мама за детьми так и не вернулась. Как развивались дальше события, смотрите в моем выпуске. Что случилось в вашей семье? Что произошло? Мне позвонила одна моя двоюродная сестра и говорит: у нас, слушай, проблема тут назрела. Хотят двух племянников забрать в детский дом из семьи, потому что мама злоупотребляет. Не смогла бы ты поехать пока взять к себе, чтобы их просто сейчас не забрали? Мы с мужем побежали. Оказывается, они жили прям буквально рядышком с нами. И когда мы с мужем побежали туда, он, оказывается, уже Санжар у нас стоял около 5 часов возле двери с рюкзаком, со школы пришел, мама дверь не открывает. Мама пьяная, не открывает дверь. Соседи вызвали полицию. А что делать участковым? Они собрались его забирать. И в это время мы подбегаем с мужем. Я говорю, что я двоюродная тетя, то ты же знаешь меня, да, знаю. Я написала заявление, что я его забираю к себе, он будет у меня. Салтанат, еще раз здравствуйте. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, как вы пришли к приемному родительству. Расскажите, как это случилось и что произошло в вашей жизни? Я волонтерю уже 11 лет. Ездила в один и тот же детский дом, да, тема сиротства была мне знакома, близка. Я всегда говорю, что она такая болючая. Мы всегда выбираем из двух зол меньше. Там позитива, конечно, не так много. У вас было двое детей? Да. То есть была дочь и сын, правильно? Да. Сейчас дочери 22 года, сыну 17 лет. Я прошла школу приемных родителей. Была мысль, конечно, что я обязательно возьму 2-3 детей в ближайшем будущем. Когда я прошла это обучение и столкнулась с тем, что какие проблемы могут ожидать, какие трудности, я, конечно, испугалась. И сказала, что для себя решила, что я эту мысль пока отложу. Все-таки сложновато было это сделать, выбор этот. У Бога Всевышнего свои планы, и, видимо, так было нужно. И действительно, у Бога были свои планы. В один день Салтанат позвонили и сказали, что дети двоюродной сестры могут попасть в детский дом. И с этого дня началась новая жизнь. Как ее зовут, сестру? Рымжан. Я так понимаю, что она вела аморальный образ жизни. Знаете, женский алкоголизм, он же вообще такой страшная болезнь. Не было силы воли даже бросить ради детей. А если даже самые кровные, самые близкие дети не мотиватор, чтобы перестать пить, я не знаю, как тогда можно, не злоупотреблять. И она же еще и не признавала, что она там пьет, что она уже спивается, да. И у меня такая картинка, я ее видела в детстве, совсем другой. И когда я ее уже видела во взрослом виде, да, она отекшая, опухшая, где-то с фингалом. Вид такой был, да. Мне, конечно, было ее жалко. Прям думаю, не клеилась у меня картинка того, что мы в детстве мы играли, веселились, да, там ездили друг к другу в гости. И тут я вижу, спилась, скажем так, она очень быстро. Не так, что это было там десятилетиями, там какими-то годами, да, шло. Начинала так с пива, там с подружкой пиво, здесь вино. И как-то все это быстро так закрутилось, буквально там, прям, скажем так, быстро. Но она не признавала до последнего, что она пьет. Она, может быть, считала, что она сможет остановиться, сможет бросить там пить. И плюс еще, знаете, опять же, среда такая, да, это была двухэтажная такая общага. Мы когда в первый раз туда пошли, это было, знаете, как государство в государстве, какой-то индийские трущобы, как показывают. Но для меня так что-то было, да. Это страшные коридоры, страшные стены, унитаз, это был просто яма, запах, да, ужасный. Действительно, это было страшно. Я даже не знала, что у нас на районе есть такой дом.
И в этом во всем жили дети. То есть она жила с детьми вот в таких условиях, в этом Там была общежитии, одна правильно? комната, эта комната была и ночевать, спать в ней, и кушать, да, там, и вот это все было в одной комнате небольшой. Сколько ей лет было на тот момент? 38, наверное, где-то вот так вот. И когда мы с мужем побежали туда, он, оказывается, уже Санжар у нас стоял около 5 часов возле двери с рюкзаком, со школы пришел, мама дверь не открывает. Мама пьяная, не открывает дверь. Соседи вызвали полицию. А что делать участковому? Они собрались его забирать. И в это время мы подбегаем с мужем. Я говорю, что я двоюродная тетя, ты же знаешь меня, да, знаю. Я написала заявление, что я его забираю к себе, он будет у меня. Спокойно мне его отдали, тогда там, по-моему, удостоверение посмотрели, отдали мне его, как говорится, под роспись, мы его в охапку и идем домой. И вот с тех пор он 5 лет с нами, да. Но это сейчас говорим так быстро, на самом деле это было не прям так все просто. Что меня удивило, нам его отдали, и дальше его никто не искал. Вот это до сих пор меня удивляет. Не те же участковые, да я оставляла номер телефона, да, куда делся ребенок, ни соседи там, да, они меня вообще первый раз в жизни, в принципе, глаза видели, там, куда вот был ребенок и нет ребенка. Ну, у нас у общества, мне кажется, в основном такое понятие «моя хата с краю», чтобы я вот, да, вот не касался, не был там виноватым крайним каким-то. Все думают, что хорошо бы, ну, вот расти все равно в кровной семье. Я согласна, конечно, я тоже за кровную семью, но когда уже идет такая угроза, там же угроза и здоровью, да, и психическому здоровью, это же тоже ненормально, когда мама пьет там с чужими там мужиками, да, там, и это все происходит в одной комнате. Меня зовут Санжар, мне 13 лет полных, через 14 дней будет 14. Скажи, что значит семья для тебя? Ну, это люди, которые заботятся, любят, помогают, поддерживают. Ну, короче, все хорошее делают. А что ты можешь рассказать про свою маму и папу? Мой папа и мама добрые люди, которые любят и делают хорошее и пытаются сделать этот мир лучше. Санжар 5 часов простоял около дома, то есть мама его не пускала. И приехали вы в этот момент и забрали его сразу, правильно? Да. Мы его забрали. И вы сказали, что больше никто о нем не беспокоился, а мама его искала? Нет, не скажу, что она искала. Но она была за дверью, мне кажется, она слышала, что вот мы его забираем. Нет, я не скажу, что даже за эти 5 лет не было такого, чтобы она его искала. Я предлагала, я ему даже предлагала, если ты хочешь, я же знаю, где она живет, давай, она в деревне, давай мы с тобой съездим, если ты хочешь ее там обнять, там поцеловать. Говорю, ты не думаешь, что ты меня обидишь, что я буду ревновать, там, да? Я говорю, вообще вот в этом плане не думаю. Если ты хочешь, мы съездим, ты ее посмотришь. Конечно, это же твоя мама. И он мне прям, я клянусь, я не то, чтобы я вас хочу обидеть, я правда, я не хочу ее видеть. Ну и мы эту тему закрыли. Но я им сказала, если что, ты имей в виду, если вдруг у тебя появится желание, мы всегда сможем съездить, ты сможешь ее посмотреть. Друзья, мы готовим к эфиру очень трогательную, вдохновляющую историю о бывшей сироте Сонечке Димовой. Планирую показать этот фильм 16 июня. Если бы 3 года назад приемные родители Ани и Илья Димовых не забрали Соню из детского дома, то она бы еще точно оставалась в детском доме. Врачи отговаривали родителей забирать ребенка из детского дома, говоря о том, что эта девочка в будущем будет глубоким инвалидом. Посмотрите, что с ней произошло за 3 года в семье. Какое преображение. Почти все диагнозы сняты. С какими трудностями они столкнулись, насколько им было тяжело и что они прожили за эти 3 года, они расскажут в фильме. Друзья, чтобы эта история вышла в эфир, нам нужно собрать 60 тысяч рублей. Именно столько стоит работа операторов, редактора и продюсера. Я очень надеюсь на вашу поддержку. О сборах на этот фильм я буду информировать в сообществе, поэтому всю информацию можете найти там. Около 46% зрителей смотрят меня за пределами Российской Федерации. Чтобы поддержать сборы на этот фильм, вы можете нажать на кнопку «Спасибо» под этим видео. Спасибо вам, друзья, за ваше внимание. Просто подождите, вы забрали ребенка, и больше она к вам не обращалась, не приходила, не искала. Было дело, она приходила один раз, но она была такая пьяная. Это было такое, конечно, душераздирающее зрелище. Она пришла к нам.
Мы вышли на улицу, и она шатается, она его обнимает, дергает. Сыночка, я тебя люблю, это все виноваты, это они у тебя у меня забрали, я не виновата. И начала обнимать, и начала с ним падать. И у Санжара такая, может быть, как истерика, даже не знаю что, и он начал кричать: ты же обещала, что ты не будешь пить, ты всегда обещаешь, что ты, но ты все равно пьешь, ты меня обманываешь, не приходи больше. И она вот это... Просто вот было очень страшно вот это смотреть. Я поняла, наверное, лучше для его психики не встречаться с ней. И все. И вот и сейчас даже, когда другие сестры говорят, ты хоть узнай там про детей, там вот, посмотри. Она говорит, это не мои дети, это дети Салты. И вот все, мы как бы... Я ей предлагала, слушай, давай вот я тебе помогу там с ремонтом, я тебе буду помогать с продуктами, давай ты не будешь пить, может быть, мы найдем для тебя там лечение какое-то. Да я не алкашка, ты что, ты думаешь, я пью там, да? Тут же она переходит в рев, плачет там, я ее обнимаю, потому что для меня все-таки это же была сестра тоже. Я говорю, как ты так, я же помню тебя, как ты так скатилась? И она опять вот это все виноваты, я не виновата. Хотя, сказать по правде, там сестры, там братья, они же пытались, да, без ее желания, как вот ее вылечить? Они пытались там и вколоть ей, там, да, что-то, какие-то там подсыпали таблеточки, чтобы она была, закодировать по фото, и вот так вот, да. Пока женщина сама не захочет бросить пить, наверное, мне кажется, уже бесполезно, вот уже столько лет не получилось. Каким вы приняли Санжар? Вот каким он был? Это, конечно, небо и земля, каким он был и каким сейчас стал. Он был очень худенький, лопоухий. Лопоухий от того, что голова такая маленькая была, и уши такие прям растопыренные маленько. У него был такой зоб огромный, вот прям шишка такая была, она такая заметная была. Что тоже меня, кстати, удивило, отвлекусь, когда со школы я брала документы, везде вот на медосмотрах было, что он здоров, окружение чистое, да, никаких диагнозов. Хотя вот этот зоб для меня, не врача абсолютно, да, без медобразования, я видела, что это ненормально такая огромная шишка. Глаза такие, как впалые, да. Он был очень такой шустренький. В свои 9 лет он мог спокойно ориентироваться по городу. Если сравнивать с моим кровным сыном, там, останется где-нибудь в центре, он не сможет найти дорогу никуда. У нас Санжар прям здесь сидит, знает, как там проехать, какой переулок, да, город у нас не прям такой маленький, но мог ориентироваться, опять же, от безысходности. Почему он мне, как говорит, я прихожу домой, там, оставляю все, да, и вот брать, как не то чтобы бродяжничаю, просто вот гуляет по городу там с детьми. А что дома делать, если мама, да, вот так вот пила? Худенький, вот маленький, щупленький. И мы, когда его привезли, мы же думали, что это будет на время. Мне же изначально сказали, пусть у тебя побудет на время, мы потом решим, что с ними делать, куда. Я говорю, да, конечно. Я говорю, Санжар, давай ты у нас побудешь пока. Конечно, да, я у вас побуду. Проходит неделя, 2, месяц. А уже надо же что-то делать, как бы приближается время, как бы в школу ходить надо, там, что делать дальше с его жизнью вообще, с их судьбой. И мне сестры сказали, что у нас никого не получается взять его, наверное, нам придется отдать их в детский дом. Здесь я, конечно, без осуждения, я не надеваю на себя белое пальто, что почему вы так сделали, почему вы так отказались. У каждой семьи свои трудности, у кого-то муж там, да, был против, где-то финансовые проблемы. Здесь я не осуждаю. Я говорю, я не могу, я столько лет волонтерю, я сама езжу в детские дома, и взять со своего дома, отвезти ребенка, сдать в детский дом. Я говорю, я как буду жить со своей совестью, я не смогу. Я себе даже вообще не представляю, как такое возможно. Поговорила с мужем, поговорила с кровными детьми. И я говорю, слушайте, ребят, я знаю, что будет сложно, я не говорю, что будет просто, нам будет всем сложно, я не смогу жить дальше со своей совестью. Вот представляете, сейчас я должна поехать и отвезти вот его сдать. Я говорю, больше вот вариантов нет. Если был бы хоть какая-то зацепка, что кого-то уговорить там из более близких, да, там родных, тёть, дядь, я бы, конечно, все сделала. Не получается. Согласны вы? Даже никто не сомневался, да, согласны, да, вот. Но единственное, что у меня муж, он как бы, знаете, это все-таки глава семейства, да, это главный добытчик. Он говорил, слушай, потянем мы финансово, да, все-таки на тот момент купить там 2 зимних пуховика комплекта там и зимней обуви это одно, а купить 4 это уже вот, расходов больше. Плюс мы понимали, что проблемы со здоровьем, это надо, да, сколько тоже лечить. Расходов, конечно, да, предвиделось много, но я его так успокоила. Мы же женщины, мы же мамы, да, у нас этот материнский инстинкт, мы думаем сердцем. Я говорю, слушай, нет, мы обязательно справимся.
какая-никакая есть поддержка от государства, там, пусть и копейки, говорю, ну, на тарелку супа хватит. Конечно, никто не думал о том, что это будет только тарелка супа, но мы справились за вот это время. Да, первый год было очень сложно, дальше уже становилось каждым годом все легче. Чем ты любишь заниматься в свободное время? Я в свободное время люблю читать, играю на гитаре. Еще что? Я по четвергам хожу в бассейн. Ну еще что-нибудь, что можешь рассказать о своей семье? Дома чем занимаешься? Стол готовлю с братом. Убираемся, помогаем взрослым. Как вот произошла та самая адаптация, о которой вам говорили в школе приемных родителей? Что стало происходить? Вот расскажите, насколько было сложно Санжару и насколько было сложно вам? Ну, у нас, конечно, проблем было много. Проблем было и с его стороны, и с моей стороны лично. Да? Вот адаптация больше, мне кажется, даже касается родителей, потому что ну, одно дело, когда ты кровных родил, выносил 9 месяцев, да, воспитывал их с рождения, это совсем другое. Это другой совсем опыт. И когда приходит ребенок травмированный, со своей болью такой, да, а куда ему эту боль выносить, если не на нас? Вот, все-таки та мама сделала больно, может быть, вот ассоциации, да, вот перенести вот женский образ, там, может быть, на меня, да. В плане быта было очень сложно. Опять же, маме некогда было, допустим, да, как держать вилку, как там смывать унитаз, как я уже говорила, там была яма, да, вот именно бытовых были проблемы. Не чистил зубы, не мыл руки, да. Ну, вот такие простые. Ребенку 9 лет, а в принципе, вот этих навыков, конечно, не было. То ли ты кровному там с рождения учишь, да, вот мы руки моем, вот мы так делаем, вот так. И у него была какая-то картина мира. Здесь вот этого не было. И приходилось все это делать заново. Санжар, вот до еды, после еды надо мыть руки. Унитаз мы вот так вот обязательно смываем. Там. И белье надо вот так вот на стирку сюда ложить. Здесь надо обязательно ванну принимать. Да? Ну, вот это кажется, что это может быть, да, что такого сказал, но когда ты вот это все время повторяешь изо дня в день, и мне кажется, я была такой занудливой, да, вот сижу над душой, а ты помыл руки. И он приходил, я говорю, дай понюхать. Он мне давал, потому что я знаю, что он просто так сполоснул под раковиной, и все. И мне приходилось нюхать, что я говорю, я не чувствую мыла, иди опять мой там. А почему опять ты не смыл унитаз? Почему ты вот это вот все было? За столом тоже. Опять же, у многих детей приемных, к сожалению, есть такая проблема, что они очень много кушают. Почему, опять же, это кушают много? Потому что, ну, не доедали, скажем так, да. И он ел там, допустим, 3 тарелки. И здесь было не то, что дело нам жалко какую-то лишнюю тарелку, да, просто это же тоже влияет на желудок. Я говорю, слушай, у нас еда хватает. Подходила, вот говорю, вот у нас казан, вот холодильник. Еды хватает, не переживай, не надо про запас кушать. Есть некоторые дети, которые даже хлеб прячут под подушку, да, вот до того вот страх, что еды не будет. Я говорила, спокойно можешь кушать, не надо прям вот обидаться. Куда-то в кафе идем тоже вот беспорядочно в том плане, например, сладкое сначала, потом горячее, да, вот мы же понимаем, что сначала горячее, потом сладкое там, да, вот иногда прям рвало его от того, что он много переел. Я говорю, ну ты видишь, как вот сложно, там, до туалета надо успеть добежать, ну вот такие, да, вот как бы проблемы. Сейчас, конечно, за них смешно вспоминать, но на тот момент это было не смешно. И когда он первый раз отказался там от добавки, я такая, господи, слава богу, ну не в том плане, что я сэкономила еду, да, а в том плане, что он научился слышать свой желудок и понимать, что он вот насытился. Вот это вот насыщение стало через год уже приходить. Допустим, он в школьную столовую ходил и говорил, там так вкусно готовят, так вкусно готовят. А сейчас он воротит нос и говорит, ой, что-то там приготовили вообще невкусное. Ну вот уже понимает, раньше там тоже любую колбасу мог есть, там, да, сейчас такой, что-то эта колбаса не очень. И меня это каждый раз всегда, ну, радует, что он понимает, умеет уже различать. И в кафе тоже он тоже знает, когда остановиться. Вот, конечно, в этом плане он уже стало легче. В бытовых навыках тоже с каждым разом становилось меньше. Ну вот первый месяц у нас был, знаете, как конфетно-букетный период. Да? Вам, наверное, многие тоже приемные родители говорили. Мы старались друг другу все понравиться. Санжарик, а ты вот так будешь. Да, я вот это буду. А что вам помочь? А как вам помочь? Да? Вот это вот буквально неделя, 2-3 месяца. Вот так вот было. И потом, вот, конечно, ребенок тоже не может же долго притворяться
просто быть таким, да, вот хорошим, когда тем более эта боль распирает. А почему? Вся жизнь изменилась, да. Это вообще жизнь вверх дном пошла. Тут он жил со своей кровной мамой, здесь все-таки более незнакомые люди, незнакомый дом, новые правила. И надо под каждого подстроиться, да, понять свое место, какое ты здесь место занимаешь в жизни, узнать вот эти все правила семьи, как, во сколько кушают, как они кушают, как разговаривают, да, вот тоже подход найти. Это, конечно, такой для ребенка, это тоже мозговой штурм, наверное, это все сложно за каждым уследить, найти подход, подстроиться под каждого настроения. Это тоже, конечно, все непросто, да, и здесь он, конечно, через месяц уже стал вот эту травму, наверное, свою показывать, да, почему с ним такое случилось, из-за чего мы ругались. Салтанат, вот у вас появился новый человек, чужой человек. Вот сразу ли было принятие? Потому что действительно там первый месяц это понятно. Ну вот мальчик, я его спасла и так далее, помогла, буду ему помогать. А потом начинается жизнь ежедневная. То есть ты каждый день видишь этого ребенка. Ты каждый день его, не знаю, с ним соприкасаешься. Вот что происходило с вами? Знаете, некоторые говорят, ты такая святая женщина, да, там такая вся добродетель. Мать Тереза у меня даже была как-то кличка, скажем так, да, прозвище. И мне казалось, что я такая хорошая действительно женщина, там мама хорошая, да. Но, конечно, потом вот это приемное родительство, оно из недр души вытаскивает из тебя все, что было у тебя черненькое такое, скажем. Я не думала, что, оказывается, я могу так сильно ругаться, что я могу там так злиться на ребенка, да. Конечно, я в голове понимала, что ребенок не виноват, это среда, это виноваты там другие взрослые, да. Но почему приходится сталкиваться с этим мне? И у меня каждый раз был такой упадок сил, и такие были мысли: Господи, в куда я ввязалась, для чего, зачем? Вот была же наша жизнь нормальная до, а тут теперь вот с чем я столкнулась. И потом такой тоже мысль: Господи, это же на всю жизнь теперь. Я же не смогу сказать, вот поигралась, и теперь все, нет, мне этот вариант не подходит. Так тоже не могу сделать, да. И что помогло? Это помогли знания, это книги, это вебинары. Кстати, это ваш канал был, да, вот предыдущие все истории. Я там все истории пересмотрела. Варю кушать, включаю, смотрю, да, иду куда-то гулять, наушники включаю, смотрю. И вот эти вдохновляющие истории, что я не одна в этом, оказывается, да, что с этим все сталкиваются. Это у вас в России хорошо много этих блогов, да, Инстаграме, там многие пишут об этом, прям правдиво пишут, с чем приходилось сталкиваться. У нас в Казахстане, к сожалению, об этом очень мало говорят. И буквально там на пальцах просчитать, кто вот есть. И куда бежать, к кому обратиться. Когда ты, ну, скажем так, жалуешься своим подругам, там, да я даже вот папе своему говорила: да, мне сложно, что-то. И он мне говорил: дочь, а зачем ты ввязалась в это? Хотя это его родные племянники, да, ему как отцу было жалко меня. Не было такого: а чем тебе помочь? Слушай, вот это пройдет, будет там хорошо, да? Было наоборот: зачем ты взяла? Зачем ты в это ввязалась? Ты и так на распутье, у тебя и так эти самые мысли в голове мучают, да? Ты, стыдно в этом признаться. А тут еще такие, да, и каждый со всех сторон. И потом действительно думаешь: а зачем взяла? Зачем взяла? Нет, потом себя успокаиваешь: так, это ребенок, он ни в чем не виноват. Училась прям вот разговаривать, как мне надо с ним, да: Санжар, я тебя понимаю, тебе сложно, мне сложно, давай попытаемся там, да, наладить наши отношения. А тут еще, знаете, вот эта учеба нагрянула, где ребенок учится в 4 классе, а знаний на 1 класс, а учителя требуют домашние задания, оценки. У нас тут своя адаптация, мне надо привязанность с ним нарастить. И все наваливалось одно на другое. Но психолог мне сказал: так, слушайте, ваша первостепенная задача с ним выстроить доверительные отношения. Да, вот друг к другу перетереться, вот эту привязанность нарастить. А как получилось так, что вы сначала взяли Санжара, а потом вам пришлось еще забрать и сестру Санжара? Девочку мы забрали через год, она благополучно закончила 9 классов в деревне с 1/4. Это прям такой хороший результат. Поэтому она поступила после 9 класса в колледж на бухгалтера. Прям бесплатно у него был самый хороший результат. Я, конечно, мужу сразу не сказала, что у нас будет 2 детей. И мы вначале думаю, примешь одного, там, и там, где один, там и второй, да. Я говорю: да, она будет там жить в деревне, говорю, Санжар будет с нами. Он такой: ну ладно. Потом через год говорю: слушай, она школу заканчивает, надо нам ее к себе взять. Как, она же не останется в деревне, надо в городе поступать там. Он такой: да, все, давайте, давай 2 кровать. Нормально тоже приняли. Девочка очень спокойная,
хорошенькая такая, да, вот она моя сейчас главная помощница, скажем так, за 5 лет. Ну, у них у обоих, сразу скажу, были большие проблемы со здоровьем. Что у него, что у нее, да, это и врожденные. И когда она пришла, я говорила: слушай, нам надо составить план с тобой здоровья, план лечения. А что у нее, скажите, со здоровьем? У нее какие проблемы? Это врожденная расщелина неба и губы, да, ну, если в простонародье зайчугба, отчепасть, да, называется это. Это, знаете, мы когда пошли в больницу нашу, да, вот мы в какой не зайдем к какому-то там специалисту, да, у нас все хроническое, идем в желудок, да, гастрит, панкреатит, холецистит, идем там к хирургу, там у нас искривление грудной клетки, хондроз, остеохондроз, там сколиоз всякие, да, ну вот получается, к кому мы не пойдем, все у нас вот там на учет, там вот здесь мы лечим. Я говорю: слушайте, давайте, ну, мы не можем горстями пить лекарства, давайте будем по очереди, да, вот принимать. Сначала мы желудок, значит, лечим. Ну, самое главное, конечно, самое сложное, это был у нее гемоглобин низкий, там буквально 57. И когда врач узнал, говорит, как она вообще жила с таким низким гемоглобином. Да, это головные боли, это какая-то слабость, да, это, ну, такая бледность. И она лежала в больнице, делали переливание крови, потихоньку поднимали этот гемоглобин. И я себе прям вот поставила задачу, говорю: слушай, сначала давай поднимаем гемоглобин, и дальше уже будем по очереди лечить. Ну, там у нас проблемы тоже с зубами, с дыханием, от того, что носом не могла нормально дышать, да, из-за вот врожденной вот этой аномалии. Шли эти головные боли, да, когда не поступает кислород в голову. А ей это сделали операцию, сейчас она может дышать нормально. И у нас вот идет дальше вот план здоровья, сделать операцию на ухо. Дальше уже мы займемся зубами. Ну вот проблемы, вот я вот, которые озвучила со здоровьем, а так, наверное, то, что у нее возраст был такой уже, да, как бы 15 лет, она осознанная, с ней вот именно морально вообще не было тяжело, но было в каком плане тяжело? Санжар где-то ее там обижал, мог нагрубить, да, и мы все время, конечно, стояли на ее стороне. Вот это вот отношение не было у них, ну и до сих пор, наверное, нету такой вот теплоты, что мы брат-сестра, там, да, где-то он может все-таки ее вот обидеть, но вот как-то больше мне ее жаль. Она была, как, знаете, как мама, вот, когда жила, она была вместо мамы, то есть, да, она смотрела из-за Санжара. Может быть, поэтому школа не сильно и паниковала, не искала. Почему? Потому что где-то она все равно стирала, ухаживала за ним, да, уроки где-то делала. Ну и думали, наверное, что нормально, да. Вот она была такой маленькой мамой. Сестра была по сути, была вместо мамы, да, и она воспитывала Санжара. И когда она пришла, я ей сказала: все, ты не мама, здесь мама я, ты просто старшая сестра, снимай с себя эти обязанности, тебе не нужно быть мамой, расслабься, вот набирайся сил, расти, все, вот наслаждайся вот жизнью, да. Ну, конечно, она видела, что мне с Санжаром тяжело, что, ну как вот, да, и она ничего не может сделать. Вот, наверное, ей в этом плане было сложно. Тогда были моменты, когда хотели вернуть детей, но когда вот настолько не было силы, что все, вот уже вот хотелось сдать обратно. Это были только мои мысли. Я даже их боялась озвучить. Это у меня были в голове. Ну, я как так представляла: ага, если я верну, наверное, жизнь вернется вот наша былая, как там была, там, да. Ну, вот так вот, да, как вот будет. А потом сама себя так все соберись, как ты будешь вообще с этим жить. Столько лет впереди в твоей жизни, и ты будешь знать, что ты совершила такой, да, ну, грех. Это во всех религиях, да, там приютить сироту — это самое богоугодное дело. У нас в исламе, да, даже ты погладил сироту по голове, тебе, получается, столько дает награды Всевышний, сколько волос у ребенка на голове. А я там срываюсь, да, я вот так себя веду, и еще хуже, я пойду и со своего дома сдам его. Я думала, что я буду гореть в аду. Я прям представляла себе, что, ну, блин, ждет меня котел. Поэтому я так свои мысли, да, я разрешала себе, да, я живой человек, я не робот, я имею право вот так вот подумать. Так я подумала, пожила с этой мыслью, все, я ее отогнала. Ну, здесь тоже не надо надевать на себя белое пальто, там, да, я такая там идеальная была, там все вот так вот. Нет, чтобы тоже другие понимали, что это нормально так чувствовать, потому что наше общество тоже любит стыдить, да, как ты можешь, ты же мать, как ты можешь так думать, это же не котенок взял. Но это все легко говорить на словах, когда ты этого не касаешься, да, вот сидеть и строчить комментарии, а я бы никогда не вернула, да, там. И сейчас я тоже прекрасно понимаю родителей, которые возвращают детей, я их не осуждаю. И, конечно, мне очень жаль детей, это двойной возврат, это двойная травма, да. Когда возникла привязанность, вот когда вы почувствовали, что все, вот это дети ваши,
Ну, смотрите, привязанность, да, она пришла, но я не скажу, что я чувствую так же, ну, честными быть, да, что это такое же отношение, как к кровным детям. Может быть, еще там лет через 5 это появится, что как будто бы я их там сама родила, там, да, но пока мне это непонятно, потому что я помню свои беременности, я помню тяжелые роды, как эти дети пришли, да, и мне здесь дали готовых. Я не могу сказать, вот бегают 4, и я не знаю, кого я родила, кого не родила. Ну, это для меня это лукавство будет, так сказать. Дети пришли уже большие, я, по сути, тетя их и есть, да, я им изначально сказала, вы не обязаны называть меня там мама, папа, говорите, пожалуйста, тетя. Если вдруг когда-то вы там захотите называть мамой, без проблем. Но сейчас вот прям не надо через силу, как будто вы мне обязаны, или там вы должны чувствовать себя благодарными, да. Здесь я тоже вот прям посадила их и сказала, все, наша задача показать вам другую жизнь, обучить вас, вырастить, да, там, дать профессию, женить, выдать замуж, с нашего дома будете вот, да, вот с этого уходить, ваши дети будут также наши внуки. Все, вот я им сразу показала вот эту картину. Салтанат, расскажите, пожалуйста, есть ли вообще детские дома в Казахстане? Да, конечно, детские дома, к сожалению, есть. Их все время, знаете, как вот поменяли название, да, но от перестановки слагаемых как бы ничего не меняется. Если это был детский дом, сейчас какой-то там детский центр, ресурсный центр, но от этого ничего не поменялось, да, скажем так, ну, в масштабе. У нас сейчас в Казахстане 4,5 тысячи детей, сирот, да, которых, и детей, оставшихся без попечения родителей, которых можно взять. Но в основном это трудноустраиваемая категория, как и у вас. Это подростки, это дети, там, скажем, паровозики, там, братья, сестры, да, вот такого плана. Ну, у нас есть усыновление, удочерение, да, это такие же права, как у кровных детей. Это опека, попечительство. Опека тоже есть возмездная и безвозмездная, да, это тоже как кровные, когда берут бабушки, дедушки, такого плана. Попечительство это с 14 лет. Есть приемная семья. Здесь нужно взять не менее 4 детей, и зарплата платится и матери приемной, и отцу приемному платится зарплата. И есть патронат, патронатный воспитатель. Вот у меня это патронатный воспитатель. Это когда зарплату получает только один родитель. А скажите, Салтанат, какие проблемы еще в Казахстане связаны с приемным родительством, с приемными детьми? Это что, недостаток информации какой-то? Это вообще, конечно, здесь вот глобальные проблемы. Это, конечно, отсутствие поддержки. У нас органы опеки, это в основном, ну, как и у вас, наверное, да, это более такой карательный орган, контролирующий орган, да, хотя на самом деле у него тоже прописаны их права и обязанности, ну, как права, да, и должностные инструкции, что они все-таки должны поддерживать как-то, да. У нас вот буквально недавно был случай, приемная семья, молодая девушка взяла детей, и оказывается, один ребенок умер, и его похоронили в огороде. Вот бабушка похоронила. И об этом опека не знает. И это было несколько лет назад, получается. Представьте, да? Я даже не могу осознать. Вот. И что у нас? Конечно, сейчас у нас диализа это и проверяет всех досконально. И прям вот, знаете, и холодильники, и шкафы, и приглашают там учителей, там, да. На самом деле, ну, вы должны были это до этого проверять, да. Ну, как вот ребенок умер, и как он исчез вот с радаров, где он был. Я понимаю, что опеки не хватает ресурсов в плане том, что мало людей, да, вот работают, специалистов в этой опеке. Там. Ну, опять же, почему я должна их понимать, а они меня нет? Ну, вы давайте больше, не знаю, помещения побольше, людей. Ну, знаете, они должны в суду участвовать, да, в суде. Они там должны, все малообеспеченные, там вот такие моральные семьи, как говорится, да, все вот проехать. Они должны проверить тех и усыновление, и опека, и патронат. Но это нереально столько вот заданий на одни органы опеки. Огромная работа, да, огромная работа. То есть вот недостаток этой информированности, да, то есть это большая проблема, я так понимаю. Самая большая проблема все-таки это наше общество. У нас, которое общество разделилось, да, одни считают нас героями такими, да, в плащах, спасители детей, вот такие вот святые люди. И вторая категория людей, которые считают, что мы алчные, мы берем ради этих пособий, ради этих денег, мы наживаемся, мы берем как дополнительную рабочую силу. Здесь я всегда с Анжаром спорю, говорю, слушай, у него задание выносить мусор. Я говорю, я сейчас сфотографирую и выложу, ты 3 дня не можешь этот мусор вынести. Где рабсила? Какая это рабсила, да? Ну вот, смеемся так. Потом нам говорят, что мы берем, чтобы отправить их там за рубеж на орган, что это ЛГБТ-семьи, у них нет детей, вот поэтому будем там вот... Ну, до того такой маразм, да, и ты диву даешься, что людям вообще вот приходят в голову такие мысли. Конечно, я понимаю, это общество от незнания, да, ну, у них нет этой информации, и мы молчим, мы же приемные родители сами молчим. Какое видите вы будущее у своих детей? Кем бы вы хотели, чтобы они стали? Может быть, уже какие-то интересы есть, вы чувствуете, что вот в этом направлении нужно их направить? Ну,
Алуа у нас сейчас закончила колледж, сейчас учится на высшем, да, образовании, получает высшее образование на бухгалтера. Санжар у нас заканчивает 8 класс. Ну, вот буквально недавно говорили, вот он думает, что может быть поваром стать, вот ему это интересно. Может быть учителем истории, вот ему это тоже, он любит историю, вот его любимый предмет. Может быть в этом направлении пойдет. Ну, и как я ему и объясняла, что я вот вижу сначала получите образование, потом ваша задача, может быть, поработать, там, пока наберетесь опыта. Ну, дальше свадьбы, будем отмечать ваши свадьбы. Ну, как-то я вижу, как и для своих кровных. Мне кажется, как и у всех семей, да, вот эти этапы. Образование, работа, своя семья. Салтанат, а какой совет вы бы дали тем родителям, да, которые сейчас смотрят вашу историю и тоже хотят стать приемными родителями, но еще сомневаются? Вот что бы вы им сказали? Так, в приемном родительстве самое главное – это знание. Вот как я, да, понимаю, что когда мы знаем, когда мы понимаем природу поведения ребенка, мы уже не так остро реагируем. То есть мы понимаем, что это делается не со зла, что ребенок неплохой, что это с ним так вот у него сложилась такая история тяжелая, да, это его травмы, это неплохой ребенок, это его плохие поступки, да. Когда мы эти знания у нас есть, я говорю, уже спокойнее можно реагировать. Здесь я бы рекомендовала хотя бы несколько книжек почитать по этой теме, пообщаться с приемными родителями, да, немного повариться в этой каше, скажем так. Ресурсы, самое главное, чтобы мы были в ресурсе, где их взять, тоже подумать, ой, в какой-то финансовой, может быть, подушке, да, и если вам, ну, даже психологи же советуют, когда берете детей, год не работать, да, потому что вам надо за этот год нарастить привязанность. Поэтому, если есть возможность, подумайте, сможете ли вы этот год не работать, там, да, собрать каких-то финансовых, да, свою подушку-то безопасности. Подумайте, как вы будете сами восполнять свои ресурсы, да, что не сильно меняйте свою жизнь, все-таки оставляйте время для себя, на ту же встречу с подругами, да, на какой-то выход, свой спорт там оставили, хобби какое-то. Потому что когда кандидаты идут с таким желанием, я спасу, я возьму, я изменю эту жизнь ребенка, они вкладываются полностью, уходят все в приемное родительство, живут этими проблемами, их хватает на год-два, там, да, и потом идет вот выгорание полное, когда уже кроме возврата ничего не видишь. Поэтому лучше заранее, да, вот о себе побеспокоиться. Как говорят, в самолете маску сначала на себя, да, вот вроде избитая фраза, но не все ее слушают и применяют. И если решились, то, дай бог, все получится. Ищите вот сообщества таких рядом, поддерживающих людей. И молитесь, что я могу сказать, да, молитва – это тоже очень важно. Искать поддержки у Всевышнего, чтобы Он помог, дал. Я тоже просила, Господи, ну ты же вот как-то дал мне это испытание, пожалуйста, дай из него выйти достойно, да, помоги найти путь, да, и вот как-то вот решалось, приходилось, когда ты искренне веришь, искренне ждешь этой поддержки. Так что всем удачи. Я тоже в вас верю. Салтанат, спасибо вам большое. Низкий вам поклон за то, что вы тогда сделали действительно такой поступок, Божий поступок, потому что не каждый на вашем месте поступил бы так же. И, наверное, кому-то проще было бы сказать, да ладно, не мой ребенок, пусть она там сама решает, она сама, да, вот пьет, это ее проблема и так далее. А вы сделали, просто тот шаг, который, не каждая женщина на это решится. И, конечно, вам за это низкий поклон. Друзья, пишите свои комментарии, если вам понравилась история Салтанат. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на мой канал. Друзья, оставайтесь такими же неравнодушными. И встретимся с вами через неделю.